Здравствуйте! Сегодня приготовим шоколадный шедевр из простых продуктов. Весь секрет заключается в процессе приготовления крема и особенной пропитки. Рецепт и вся нужная информация написаны в описании под видео. Сначала приготовим шоколадный корж. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Соединяем в чаше сахар, какао, соль, пищевую соду и разрыхлитель. Теперь хорошенько смешаем все ингредиенты. После этого добавляем подсолнечное масло, кефир и в конце добавляем творог. Снова все хорошенько перемешиваем. У нас должна получиться вот такая масса. Теперь к этому добавляем горячий растворимый кофе и также все хорошо смешиваем. Теперь просеиваем сюда муку и смешиваем. В самом конце добавляем яичный белок. Вот добавляем одну порцию и пробиваем миксером. Смешиваем миксером несколько минут, добавляем следующую порцию. Пробиваем белок на максимальных оборотах. Таким образом нужно ввести весь белок. Наше тесто готово. Выливаем тесто в форму. Форма застеленная пергаментом и диаметр формы 20 сантиметров. Все отправляем в разогретую духовку 170 градусов и выпекаем примерно 1 час. Испеченный корж проверяем шпажкой. Шпажка сухая, значит корж готов. Накрываем полотенцем и оставляем остудиться. Тем временем приготовим крем. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Берем сотейник с толстым дном и соединяем сахар, муку и какао. Хорошенько смешиваем, после чего добавляем желтки и также смешиваем. Теперь сюда же выливаем молоко. Молоко обязательно должно быть либо очень свежим, либо уже кипяченым. И опять все хорошенько смешиваем. Ставим на умеренный огонь. Будем готовить заварную пасту для крема. И теперь уже никуда не отходим. А нам придется вот эту массу все время помешивать. Нам нужно довести вот эту массу до кипения и проварить несколько минут. До такого легкого загустения. Во время этого процесса масса станет нагреваться, какао у нас преобразится и масса станет приобретать более коричневый шоколадный цвет. Увариваем несколько минут и убираем с огня. Посмотрите, дно у меня практически чистое. Масса у нас неоднородная, в ней будут комки. Но в этом ничего страшного нет, мы потом все равно будем пробивать блендером. Переливаем в миску, где мы будем делать крем. Пускай остывает, а за это время мы приготовим карамельный сироп. Для этого берем сковородку с толстым дном, высыпаем сюда сахар и включаем средний огонь. Теперь сварим карамель, либо по-другому называют сжечь сахар. В принципе, здесь ничего не нужно делать, нам просто нужно, чтобы сахар полностью растопился на этой сковородке. Сахар начинает топиться от края сковородки, обратите внимание, вот сначала он будет светлым, потом постепенно станет желтеть, нагреется до янтарного цвета. По мере нагревания сахара я слегка поднимаю сковородку и делаю вот такие наклоны. Таким образом сахар лучше распределяется по сковородке и быстрее нагревается. Можно взять деревянную шпажку и смешивать сахар шпажкой, чтобы он быстрее растопился. Но лопаткой не рекомендую, потому что большое количество карамели налипнет на лопатку. Вот так постепенно сжигаем сахар, но главное не перепалить.
Растопленный сахар должен быть однородным. Вот, он должен быть такой прозрачный. Все, карамель у нас готова. Выключаем быстренько газ и добавляем сюда очень горячее молоко. Смешиваем, быстро смешиваем. Обратите внимание, что выделяется очень горячий пар, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не обжечь руки. Смешиваем до тех пор, пока карамель полностью не растопится в молоке. Вот у нас получается такой карамельный сироп. Теперь мы его прямо-таки горячим добавляем к шоколадной пасте. Несколько минут пробиваем блендером. Теперь отливаем 100 граммов для пропитки коржей. Я отливаю на глаз, а вы можете поставить чашу на весы. Теперь сюда добавляем масло и творог. Маленький нюансик, когда добавляла масло, забыла включить камеру. После этого хорошенько пробиваем блендером. Посмотрите, прямо на глазах вот эта жидкость с маслом и творогом начинает превращаться в плотный крем. Пробиваем хорошенько несколько минут. Вот такой кремчик у нас получился. И теперь мы его уберем в холодильник на 30 минут, чтобы он стал более плотным. После охлаждения крем совершенно другой. Посмотрите, какой он плотный. С ним будет легче работать. Все, теперь собираем торт. Вытаскиваем холодный корж из формы и разрезаем на 3 ровные части. Кладем корж на поднос. Теперь хорошенько пропитываем шоколадной жидкостью. Пропитку рассчитываем таким образом, чтобы нам хватило на 3 коржа. После этого выкладываем крем. Крем делим на 2 части, то есть половину крема выкладываем. Обратно кладем корж, пропитываем. И вторую часть кремом. Хорошенько разровняем. И сверху кладем корж и также хорошо пропитываем. Заворачиваем торт в ацетатную пленку и усаживаем в кольцо. Ставим в холодильник на пропитку. Лучше всего поставить на ночь. Все, после пропитки можем выравнивать кремом. Вес вот этого торта получается 2 килограмма. Эту начинку я готовила вот для такого торта. Это называется торт на боку. В следующем выпуске я покажу, как собирается такой торт, и будем рисовать вот этого замечательного кролика. Торт невероятно вкусный, начинка влажная, в меру сладкий, имеет неповторимый вкус шоколада, нотки кофе и чувствуется вот такая легкая карамельная горчинка. Не знаю, как правильно описать, но это очень вкусно. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Говорю всем пока, до следующего выпуска.